Всех приветствую. Возможно, многим российским болельщикам будет небезынтересно узнать о том, что на днях в Лондоне на стадионе Уэмбли состоялся интереснейший матч за Суперкубок Англии. В этом матче самая популярная команда в Англии, действующий обладатель Кубка Англии Манчестер Юнайтед, встречался с чемпионом страны Манчестер Сити. И поговорим об этой игре. В последнем чемпионате во встречах этих команд дважды выигрывали горожане Манчестер Сити, но в финале Кубка победу одержал Манчестер Юнайтед. В дополнение к интриге надо сказать, что у Сити с 2019 года никак не получалось выиграть Суперкубок страны, что могло говорить о некоторой закономерности и прежде всего о недооценке значимости трофея со стороны команды Гвардиолы. Однако три подряд проигрыша Суперкубка все-таки чересчур, и Манчестер Сити были настроены прервать эту неприятную для них серию. Что, тем не менее, не помешало Манчестер Юнайтед оказать чемпиону серьезное и даже очень серьезное сопротивление. Обе команды решили играть этот матч по одинаковой базовой тактической схеме 4-3-3. При этом крайние полузащитники Сити располагались, как правило, шире своих оппонентов, что давало чемпиону преимущество на флангах, но ослабляло их центр. И это нередко, особенно во втором тайме, использовали красные дьяволы, как часто все еще называют Манчестер Юнайтед. Характеризуя манеру игры Манчестер Сити, можно сказать, перефразируя заезженную фразу «играют сами и дают играть другим», они играют сами и не дают играть другим. Это очень неудобная для любого соперника команда, которая высоко и очень активно прессингует и большими силами вступает в борьбу за мяч в случае его потери в атаке. Атаковать может широко, а может узко, создавая группу игроков в коридоры прорыва. В целом, подопечные Гвардиолы играют разнообразно, но есть у этой команды и слабые места, а именно нечастые, но все же случающиеся провалы в обороне, что, кстати говоря, и показал этот матч. В первом тайме, приблизительно первые полчаса игры, Сити привычно применял высокий прессинг. Игроки Ман Юнайтед подолгу не могли выйти с мячом со своей половины поля и почему-то не пробовали выход с помощью длинных передач, хотя их оппоненты часто поднимались в прессинг большой группой игроков, освобождая зоны у себя за спиной. В этот отрезок времени Манчестер Сити несколько раз имел возможность повести в счете, но не смог реализовать свои голевые моменты. Через примерно 30 минут после начала матча горожане заметно подсели. Сказывается, что команды еще не вошли полноценно в сезон. Юнайтед провел несколько хороших атак. Сити при этом играли в обороне плотно, но как следствие и недостаточно широко. Однако Манчестер Юнайтед слабо использовал свободные фланги в обороне соперника, и оттуда только один раз в первом тайме исходила угроза воротам Сити, когда партнеры вывели Рашфорда на ударную позицию, но тот пробил мимо. Во втором тайме игроки Манчестер Юнайтед стали чаще использовать средние и длинные передачи, что сказалось на характере игры. Они намного чаще стали угрожать воротам соперника, и на 82-й минуте матча это наконец дало результат. Аргентинец Алехандро Герначо из района 11-метровой отметки не сильно пробил, отправив мяч низом точно в левый угол ворот Сити. 1-0, и Манчестер Юнайтед оказался в 10 минутах от трофея. Однако на 89-й минуте уже Манчестер Сити удалось провести не очень-то сложную комбинацию в чужой штрафной, и португальский полузащитник горожан Бернарду Силва головой отправил мяч в ворота Юнайтед. 1-1 в основное время, и все решалась серия пенальти, в которых точнее оказался чемпион Манчестер Сити. Подводя итог этой встречи, можно смело констатировать, что игра носила ничейный характер. В первом тайме, особенно в его первые 30 минут, намного лучше был Манчестер Сити, а во втором, благодаря коррективам, которые внес в игру своих подопечных главный тренер Манчестер Юнайтед Энтер Тен Хаг, интереснее смотрелась уже его команда. И все-таки, если воспользоваться боксерским термином, можно сказать, что по очкам победы в этом матче из Суперкубок Англии справедливо достались Манчестер Сити. И на этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Всем пока.